Здравствуйте всем привет, с вами как всегда я Леха и канал Hardplay. Всем здравствуйте, всех рад видеть. Сегодня у нас день, точнее стрим с нашим Димкой Масленниковым. Да, вот сегодня мы возьмем с вами и прям посмотрим ролик. Тут какая-то страшилка, это был маньяк. Проникли на заброшку с Клавой Кокой. Я вам хочу сказать так, то что я за творчеством Клавы Коки так чуть-чуть там наблюдаю, так краем глаза, как говорится. Но мне очень нравится, очень такая она хорошая. Я шепну тебе на ушко. Лягушка. Ну, я знаю, что она вряд ли увидит когда-нибудь этот вот ролик, но я вам скажу одно, то что она такая, вот знаете, прям вот зажигалочка хорошая, да, как говорится, я бы, да, свои бы коки пристроил. Сейчас мы будем заниматься сексом. Блядь, дурак. В общем, всем приятного просмотра. Ссылочку оставлю внизу в описании на Димку. Заходите, поддерживайте, подписывайтесь Димону. Димону пламенный привет всей команде. Мы начинаем. Это маньяк с Клавой Кокой. Да. Я думаю, все знают, что есть только три ветви развития. Это за Орду, за Альянс и за феминизм. Так вот, на проекте Сирус появился еще четвертое. Анонист. Вы все правильно поняли. Вместо того, чтобы бороться за Орду и за Альянс, вы будете бороться за свою жопу, качая умение только самому себе. Так, это что такое, а? А после того, как вы себя хорошо обложите и прокачаетесь, Сера X4 Алкалон поможет вам отпиздить как Орду, так и Альянс. Давно пора бы это сделать. Страшно. Страшилка пошла, страшилка! Я даже свет не стал включать, понял, чтоб страшно было, типа. Сука. Да. Бля, какие руки мохнатые. У кого такие? Всем привет! С вами Сергей Дружко. Вы удивлены, что я на этом канале? Поверьте, я тоже. А у вас что, здесь нет второй камеры? Поставьте, пожалуйста, вторую камеру. Так-то лучше. Итак, это проект «Сталкеры», где команда Димы Масленникова отправляется в самые страшные, опасные и загадочные места нашей страны и всего мира. Чтобы Прекрати разоблачить пугать, популярные с ума сошли. легенды и мифы и по-настоящему докопаться до истины. Чувак, тут все во льду было. Собираемся передознуться радиацией, правильно? Да. Погнали. Настоящей истории. Легенда, да. Ты сам согласился. Согласился на что? Там были я и Клава Кок. Я прихватила с собой пушку. Но больше всего боюсь сдохнуть. Просто боюсь сдохнуть. Врушение. Клава даже не предполагала, что буквально через несколько недель А у Клавы Коки, что у нее вот эти, да, вот это вот, ты мой краш, да, вот это вот, она мне посвятила песню, она просто не говорит никому. Вот это вот, либо я, что-то, да, это она пела, нет? Удобно получится, если не она пела. По-моему, она. Она пела? Она? Да, она. Это она мне посвятила, нет. Нет, это она мне посвятила, да, песню просто, но она, да, это никому мы не рассказываем, да. Честно, да, мне посвятила. Крош, сам Крош. Я Краш, а ты Крош. Понял? Запомни, не путай. он убьет человека. Библиотек раньше такие были. Может, и сейчас Многие есть. верят в мистику, в паранормальное, во что-то неосязаемое, что находится буквально перед нашим носом и представляет большую опасность. И самое страшное, мы этот ужас просто не видим. Даже для скептиков это неуловимое нечто стало реальностью после катастрофы на Чернобыльской АЭС. На атомную станцию выезжайте, там третий, четвертый блок горит крыша. Радиация. Отравляющая, проникающая везде. Это настоящая угроза, в отличие от чего-то Подожди, а куда они сверхъестественного. собрались? И с этой опасностью сегодня придется столкнуться Диме и его команде в жуткой, заброшенной урановой шахте. Россия. Минеральные воды.
В Минводах. Что я не слышал. Так, ну тут вся Dream Team. Кста. Важный аспект. Даник до сих пор не знает, ради чего он приехал в минеральную воду. Давайте быстро выходим, идем. Что это, Дим? Сразу они прям схода. А что это? А? Что это? Это пригодится каждому из нас. Как дела, Даник? Так, что, с Богом? Да я не понимаю, что вы мне вообще вручили. В смысле? Вот это что? Все нормально. Нет, состав Просто хороший. неси. Как же вы Так, стой, подожди, деловой, ты сам согласился. согласился на что? Смотри, я тебе позвонил. Диман, минеральные воды, погнали, лайфхаки снимем, говорит. А кто, дурак, сразу поехал-то? Ты что, меня не знаешь за все это время? Так, на секунду напоминаю, где мы были. Чувак, это просто... Я такое в кино не видел, Дим. Не, ну в любом случае же интересно. Так и все. Я вам объясняю, я специально Данику ничего не говорил, потому что я на 100% уверен, что он откажется, как только узнает основную суть. Ну, вообще, да, как бы. Тут не каждый согласится, как бы дружба дружбой, но... Я причем все уже в радиация голове врозь. прокрутил. Ну что там может быть такого? Почему вы мне не говорите? Подожди, а где Клава Кока? О, украли. Ты откажешься сразу. Не, вот погоди, Диман, за 6 лет наших съемок совместных ничего жестче не было, чем сейчас? Да было, но просто я всегда старался избегать подобного. Ну да, с этим шутки плохи. Давай я сейчас дальше пройду, посмотрю, работает прибор или нет. Потому что он, по сути, даже здесь должен работать уже. Слушайте, я где-то эту фразу, кстати, слышал уже один раз. Слушай, да, я сейчас чуть дальше зайду и посмотрю, работает ли твой прибор. Давай. Что за прибор? Не кухонный же. Комбайн, возможно. Ребят, работает. Погнали. Ты серьезно? Да. Здесь? Здесь. Блин. Что? Блин, она что, такая маленькая? Еп. Так, из-за чего я летел к вам? Понятненько. Чисто Ну, дорогу назад я дупло. запомнил. Не, ну если серьезно. Полезешь? Как же вы сейчас пойдете нахуй? Да пойду, хули. Так, теперь главный момент, держи. А что за прибор, можно спросить? Дозиметр. Вы что, ебанулись? Я не помню, 0,2 безопасно. По-моему, все-таки меньше. Прибор готов к работе. По-моему, не 0,2. А что здесь произошло? Это урановая шахта. Максимально аккуратно. Внутри присутствует металлоконструкции. Металлоконструкции не трогаем, потому что они накапливают радиацию. Никуда не садитесь, ничего сильно не трогайте. Наша задача следующая. Подписчики нам прислали картинку, что 51 сотая микровиверта в час. Нормально. Нормально. И титры. Нормально. Ну вот, подписчики прислали нам картинку следующего формата. При ультрафиолетовом излучении где-то в глубине этой шахты все стены светятся вот кислотно-зеленым светом, как будто это из мультика «Черепашки-ниндзя». Более того, считается, что приступы агрессии, приступы паники происходят внутри этой шахты. Все хорошо. То есть мы ради какой-то картинки от подписчика собираемся рисковать, ну, и передознуться радиацией, правильно? Да. Погнали. Самое главное, не повторять за нами подобное.
Блин, сколько раз я вот эту картину уже видел, Диман, куда-то Не смеши меня! Я вешу! Не смеши! Вот проход куда-то дальше идет. Стены, бетон. Тут ничего ценного нет? Желательно не бросай. Блять. Давай, брат. Ой-ой-ой, пятачок! Ёб твою мать! Это череп коровы? Да. Да, жутковато выглядит. Жесть. Вот это не очень хороший знак, мне честно кажется. Смотрите, вот это, я так понимаю, пробка, как раз, Охренеть. которой оградили вход в шахту. Посмотрите толщину бетона с металлоконструкциями, Смотри, чтобы, её просто соответственно, туда выбили. никто никаким образом не лазил. Но Я как, знаешь, какой-то фильм смотрю про каких-то, знаешь, этих мутантов, которые, понял, замуровали. И это какая-нибудь вторая, там, третья часть, которые когда-то там в какой-то шахте, блядь, жили какие-нибудь там монстры. И вот их вот, знаешь, какой-нибудь битой там, битой стеной, знаешь, так привалили там или каким-нибудь камнем там здоровым. И вот в итоге они вырвались на свободу. Вот это вот. Вы но поняли. каким-то образом вот эта дырка появилась. И скажи, что нам как раз туда. А тут больше некуда, только туда. Прибор готов к работе. 2. Сколько пишет, Дим? 200. 200? Ты спокойный такой! Я неспокойный, я на очке. Давайте здесь переодеться. Да, здесь переодеваемся и потом идем. Мне бесит больше всего, что вы думаете, что вы такие спокойные. Это меня прям раздражает. Просто стой, ну давай будем объективны. Мы лазили... Мы одеваем костюм химзащиты. Друзья, я дико извиняюсь, дальше немножко будет не так эмоционально, потому что мы будем все в противогазах идти и так далее. Но мне не хочется сдохнуть. Я пришел к вам в гости, ваши действия. Основная опасность — это пыль, которая летит как раз-таки от этого известняка. Поэтому эти костюмы не то, что химзащита, они ей не являются. Это для того, чтобы как раз-таки защитить нас от большего количества пыли. Ну и самая основная защита — это как раз-таки противогаз, для того, чтобы не дышать этой пылью, которая может осесть у нас в легких, и там будет уже совсем печально. Твою мать, мы тут все подохнем, походу. Если пчелы были... Постарайся костюм не порвать. Это что за показатели? Мощность дозы 2,4 микровиверт. Входа сразу 2. Опасно. Я один Сусов вспомнил, который в реакторе купался. Блять. Я почему-то... Вот вспомнилось мне. Да. Ну, там заплыв, блядь, устраивал. Матерь Божья, как тут жутко. Мотылек. Опа, мотылек-мутант, будущий Годзилла. Чуваки! Что? Здесь уже 4. Здесь 4? Погнали, тяжело просто дышать, пойдемте быстрее. Кстати, посмотрите, как металлоконструкция сделана. Это вот чтобы не обваливался потолок. А поднеси к этой железной сетке, посмотрим, сколько здесь покажет. Железо впитывает очень много. Все, 5. Блять, охренеть. А чё мы тут ищем? По сути, мы должны дойти до определенных моментов пещеры и там ультрафиолетом посветить. По сути, мы дойдем до урана. До реального урана. Друзья, просто послушайте, как работает счетчик Гейгера. Да, парни, до такого мы еще не доходили. Ребят, это уже прям серьезная шахта. Посмотрите, со всеми железобетонными конструкциями. Обычно мы видим какие-то деревянные клети, а тут ну прям железо и бетон. Блин, как же стрёмно.
Ну вот и все. Да, так. Опасно. Сколько? 565. Ребята, надо заканчивать. Да давайте еще немного пройдем. Мы уже в любом случае здесь. Надо дойти по максимуму. Блин, как стрёмно. Все разрушено. Там все стоит вообще, я не знаю, на добром слове. Даник, что случилось? Алло. Даник. Все окей? Отставляем панику, успокаиваемся. Затекаешь. Я вздыхаю, сложно дышать. Так, все, Даник, пожалуйста, посмотри на меня. Вроде лучше. Я не знаю, почему-то задыхаться начал. Я даже маску хотел снять. Ты что, дурак? Не-не-не, этого нельзя делать. Я просто не знаю, до скольки оно дойдет, уже 7,6. Знаете, мы всегда ставим перед собой цель показать вам то, что безумно интересно. То, что в обычной жизни вы просто никогда не увидите. Мы сейчас в другой части страны, в урановой шахте, вместе с радиацией. Все, что я хочу вас попросить, просто подпишитесь на этот канал. Поставьте лайк, это займет у вас совсем немного времени, но... Ты знаешь, да, что делать? Ну, все знаете, да? Ну, просто, ну, как бы. Для нас это безумно важно. Вот это все мы делаем. Лайк и комментарий, специально для сразу вас. поход в Вальхаллу. Я сейчас чуть... Полез бы туда с ними Слушай, смотри, это реально как будто в этих костюмах? просто... Нет. Вот сколько я туда прошел, я Химзащите, конца да. вообще не увидел. Так здесь вон рельсы были. Так да, тут, видишь, рельсы для того, чтобы вагонетки ездили как раз с урановой рудой. Охренеть, Безопасность, как ребят. херачит. Мы за безопасный контент. Так, стоп, смотрите, вода появилась. Это значит, мы реально вниз опускаемся. Твою мать, мы тут все подохнем, походу. Парни, а дальше мы не пройдем. Почему? У нас недостаточно высокие сапоги для этой лужи. Сука! У меня сапог дырявый. Я наступил, у меня туда полилось все. Что такое? Я предлагаю возвращаться уже. Все, брат, хорош. Брат, не надо, давай без экспериментов. 9. Мощность дозы 8,43 микровивертов в час. Опасно. Ребята, не хочу душнить, но походу астма началась. Астма началась. Бля, ребят, нет, все, я предлагаю... Это уже слишком. Стой, ты что падаешь? Да пойдемте быстрее, сейчас задохнусь. Так, стоп, Таник, что происходит? Алло. Так, давай, самое главное сейчас сознание не потеряй. Дыши. Эта сука меня еще напрягает. Вдох, выдох. Дыши спокойно. Все. Дыши спокойно. Вдох, выдох. Я хочу маску снять. Я тебе сейчас маску сниму. Выдох. Вдох. Я, чувак, не могу. Так, стоп, подожди. Ты что делаешь? Я сейчас... Так, давай, голову поднял, смотри на меня. Смотри. Давай успокоимся. Маску действительно лучше не снимать. Ничего сверхъестественно плохого не произойдет, если ты ее снимешь немного. Тут пыль летает с радиацией. Ты ее вдохнешь и все, она сядет в легких у тебя. Так что все, мы успокоились. Давай, вдох, выдох. Все, вроде легче. Все нормально? Да, нормально. Ебать! Ребята, вот он, уран! Друзья, мы выполнили свою миссию. Хотите увидеть, как выглядит уран при ультрафиолете? Друзья, это невероятно красиво, но какая кислота! Просто как будто черепашки-ниндзя здесь пробегали. Чувак, реально светится, прикинь. Как будто это что-то из Аватара. А, кстати, да, реально. Вот, посмотрите, какая-то левая белая порода под ультрафиолетом дает вот какой-то бирюзовый цвет. А вот теперь посмотрите на уран.
Да, совсем другой цвет. Охренеть. Етит. Вот смотри, сразу десятку показывает. Чё, сразу 10? Я когда к Урану поднес, да. О, посмотри, здесь еще. Охренеть. Как будто это кровь Халка. Ну вот все. Уважаемые подписчики, посмотрите. Очень опасный контент. Я вам так скажу, как вам сказать, у всего есть свои, конечно, грани опасности. То есть для кого-то опасно из дома выйти, а для кого-то не опасно без парашюта с самолета прыгнуть и попытаться его там в полете на себя одеть, когда тебе его выкинули вслед за тобой. Очень большой вопрос. То есть вопрос в том, что попытаются ли люди кто-то за ними повторить, но в принципе они тоже за это ответственность не несут. Ну, конечно, безумно красиво, но очень опасно, и именно опасно для здоровья, потому что это может сказаться когда угодно вообще, в принципе, на организме. Я настолько близко от Урана. Охренеть. Знаете, это вот тот самый случай, когда красота, но красота смертельная. Блин, со включенным светом тоже видно. Можно просто чуть потише сделать свет, чтобы тебя тоже было видно. Брат, покажи на камеру, что фонарик не зеленый. Вот для наглядности посмотрите, фонарик ультрафиолетовый. Вот я свечу, он дает фиолетовый оттенок. Да. Но когда ты переводишь луч сюда, хлопысь. Оп. Парни, это уран. It's kinda magic. Сколько? 10. Парни, нет, давайте все валим нахрен отсюда. Это реально работает. Слушай, может монетку кинем, чтобы вернуться? Этому месту мы ставим плюс за лайфхак и минус за опасность. Так, друзья, мы приняли решение все-таки идти наверх, потому что с каждой секунды уровень радиации все повышается. Самое главное сейчас теперь не заблудиться. Да это вообще откровенный пиздец. Кстати, вы помните, мы говорили про какое-то проявление агрессии и так далее. Ну, реально ж не хватает воздуха, ты реально агрессируешь. И, наверное, это одна из самых крутых вещей, которые мы делали. Ой, бля, прикол, мы не наружу вышли, а... Еще глубже зашли. Ну, здрасте. Нечисть, давай, выходи, я буду стирать с лаской. Алло! Ну, батюшки. А что, мы вылезать-то будем или нет? А чё ж я раньше туда вам осиновый кол не засовывал? Ты чё как баба... А, ну, баба Яга же. Давай, выходи! Помялась? А написано, что тефлон вообще. Ау! Дим, все в порядке? Или ты с ума сошел? Я не сошел с ума, я просто на днях посмотрел нереально крутой сериал «Сергий против нечисти» на платформе. Так, немножко рекламочку подскипнем, не против, надеюсь, никто... Так. Не знаете, что нравится в этом ролике? Они реально проделывают огромную работу всей командой, смотаться туда, это нормально бабла, вернуться, и это только треть видео. Это... Неизбежность. Что бы ты ни предпринял, как бы ты ни поступил, у тебя только один вариант развития событий. Неизбежность пугает многих. Мы знаем Красиво. точно, чем все закончится, но вы вряд ли хотели встретиться лицом к лицу с подобной ситуацией в реальной жизни. Россия, Владимирская область. Я не помню, где я видел Дружко? В каком-то шоу, где-то мы на съемках вместе были. Не могу вспомнить, где. Что ж, мы с командой находимся в постоянном поиске интересных мест для съемок. Различных локаций и заброшек. Снимаем огромное количество материала, и порой этот материал так и не выходит на канал. Но сегодня уникальная ситуация, потому что вы увидите ролик, который был отснят 2 года назад. Произошло нечто, что заставило нас вернуться к этой истории. Настоящей истории убийства. Здравствуйте. Праздником. Взаимно.
А мы думали, это маевка. Не. Подскажите, такой вопрос. А вы знаете историю про человека, который в домике живет там возле церкви? Он сидит в тюрьме, потому что он убил человека ручкой от молотка. Да, сегодня мы расскажем вам реальную историю убийства, которая произошла там 2... У меня заяц по студии бегает. Ёпта. Чуть не обосрался. Я, прикинь, короче, просто у меня глаз задергался. Я слышу сзади шур, кто-то пробежал и свет моргнул. Я же выпустил, да? 2 года назад. Но возникает вопрос, что же Вася там делает сейчас? У вас же тут какой-то мужик жил, который тут что-то убил кого-то. А что, если я вам скажу, что 2 года назад, буквально за несколько недель до этих страшных событий, там были я и Клава Кока. Он по ящику показывает. Друзья, сегодняшний поход обещает быть интересным. У меня сегодня очень модные ботинки и даже несколько комплектов курток и подушка. Путь нам предстоит долгий, нелегкий, 3,5 часа, но приключений в моей жизни давно не было. Но вообще, честно говоря, опыт походов у меня был. И в палатке я ночевала, но в заброшенной церкви еще ни разу. Даже если буду умирать, снимай красиво. Все нормально, ребят. Девочки такие девочки. 4 года. Ездила 4 раза. Кока, она, ну, типа, серьезно, она очень милая. Вот без шуток. У нее есть такая одна особенность. То есть, ну, все там любят разные формы, разные возраст, да, кому-то помоложе, кому-то постарше, еще что-то. Но есть такие вот девчонки, которые, блядь, они сами по себе очень милые. То есть просто вот милые и все. Я уверен, то, что и в реале она такая же, хоть и не видел ее в реале. Это шутка, если что, это шутка. Короче, я боюсь, я очень переживаю. И Дима знает, как сильно я действительно переживала и готовилась к этим съемкам, но все-таки я решила попробовать для себя что-то новое, поэтому надеюсь, это не зря. Но больше всего боюсь сдохнуть, просто боюсь сдохнуть. И на этот случай, честно говоря, я прихватила с собой пневматическую пушку, чтобы хотя бы кого-то отпугнуть. Я вообще верю во всю эту потустороннюю историю. Я немного боюсь кладбищ, но без фанатизма. В общем, сегодня в этом видео вы узнаете, сыкло я или нет. Громкое заявление. Веретьево урочище. В древности язычники устраивали здесь игрища на капищах, освященной богиней Мокош. В ее честь здесь проводили оргии и жертвоприношения, в том числе человеческие. Так, ребят, ну что, всем привет. Ну, без шуток они говорят правду, потому что если это, я не ошибаюсь, если это Владимирская область, то там действительно было такое. Если я правильно расслышал, если это за Владимирскую область мы сейчас говорим. С вами Великий Вася, главный экспедитор сегодняшнего дня. Меня Диман направил сюда, на локацию, где находится погост Веретьево. Я не знаю, что там будет происходить. И Диман сказал, что туда мне идти 8 километров. Поэтому я взял все самое нужное оборудование с собой, но пешком я туда не пойду. Я же не дурак сбрасывать свои килограммы, которые я тут набирал. Поэтому я поеду вот на ней. Хера себе, до чего техника дошла? Добрался с техники до этого чудного забора и понимаю, что я на ней дальше не проеду.
ворота закрыты. Тут еще и овраг. Я через него не проеду. Погнали. Я больше боюсь повстречать кого-то живого, чем кого-то Жиза, на самом мертвого деле. или с потустороннего мира. Бояться, да, Обстановочка, надо. я вам, ребят, скажу, не очень приятная, потому что сыро, потому что темно. И вот как только выключаются фонарики, вообще очень стрёмно. Просто жесть. Просто жесть. Вот просто моя ладонь и лось. Так, я сейчас шел и обнаружил вот такие следы. Ты идешь, и лось на Явно дереве сидит. Вот так следы смотрит. какого-то парнокопытного. Вот с такими вот глазами, блядь. Вот такая вот картина в целом. Казалось бы, причем здесь Поваленные лось? деревья. Если бы Диман меня отправил бы ночью, я бы не пошел, конечно. Я не Диман. Просто еще очень неудобно, что все это ночью происходит. Бля. Ля! Ну нахер. Я, по сути, с собой ничего не взял, чем можно было бы защититься, отпугнуть животное. И как мне это проходить? Через лес. Короче, здесь лютые болота, и у меня прям, знаете, отсылка как в фильмах, когда стоишь в зубучие пески, они начинают тебя засасывать. И это типа он еще не встал целиком. И меня пошло все. Йоу. Вот эта трясина еще зеленая, как в фильмах. Палочку надо с собой носить, друзья мои. Желательно длинную, желательно потолще. А то можно это... Смотрите, что заметил. Деревья все сломаны ровно. Прям ровно. Прям все поломаны под одну линию. Так, ребят, судя по карте, я вот уже подхожу. Смотря по карте, мы в жопе в какой-то. Я не представляю, сколько мы уже километров пришли. В 18 веке Нет, было что-то надо решение с собой брать, построить здесь конечно, конечно, церковь в такие и места. осветить ее. Вокруг этой церкви Конечно. образовалось маленькое поселение с кладбищем, а 50 лет назад жизнь здесь утихла навсегда. Обалдеть. Обалдеть. Я срочно должен подойти поближе. Просто в лесу. Сейчас погост Веретьево практически полностью восстановлен. Вася смотрит почти на готовую церковь, тогда как я и Клава Кока смотрели на заброшенное место, где нет абсолютно никого. Ну, практически никого. Вы знаете, после Афона я вообще... Короче, то, что я там видел, те вот огромные развалины, руины, это... Там вообще, мне кажется, у этого нет времени. Оно, как, знаете, как вообще вне времени, в принципе. Потому что там кладка на кладке и культурный слой, он ушел уже, я не знаю, насколько. Поэтому это в Греции, да, в Греции. Так что держу в курсе. Не знаю, здесь как-то приятно находиться. Я не могу это объяснить. Мне здесь не страшно. Может быть, потому что я начал восстанавливаться. Обалдеть. Вы посмотрите, как все
поменялось. С момента, когда здесь был Диман. С монахами, да-да-да. Мы 2 дня там были. 2 или 3 дня, я не помню. Монахами пожили. И, ну, нужно было туда съездить, короче. Здесь все изменилось. Здорово, мужики! Салам алейкум. Как у вас дела? Мужики, а с кем пообщаться можно? Кто старше там? Прораб? А расскажи, пожалуйста, тут сейчас открыто, салам? Тут сейчас открыто все, да? Можно ходить? Да. Вопрос такой. У вас же тут какой-то мужик жил? 2 года назад, да? Я не знаю. Ну, который тут что-то убил кого-то. Да, 2 года. 2 года это было? Назад. 2 года назад в землянке у этой церкви проживал мужчина. Он сам построил себе дом, обустроил быт вдали от цивилизации, чтобы вести максимально аскетичный и отшельнический образ жизни. Я что-то еще забыл. А, точно. 2 года назад, буквально через несколько недель после того, как там была Клава, он взял и убил в этом лесу человека. И многие из вас скажут, слава богу, что когда там была Клава, вы так его и не встретили. Ну почему же не встретили? Смотри, кресты просто. В землянке может кто-то есть. Я больше боюсь повстречать кого-то живого, чем кого-то мертвого или с потустороннего мира. Но больше всего боюсь сдохнуть, просто боюсь сдохнуть. И на этот случай, честно говоря, я прихватила с собой пневматическую пушку, чтобы хотя бы кого-то отпугнуть. Здравствуйте, мы с Миром. Мы просто здесь были давным-давно. И... Здравствуйте. 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 Ходит легенда, что в 60-х годах банда преступников разгромила весь погост. Они украли иконы и сожгли все постройки. А главное, разбойниками была убита монахиня, которую пытали, чтобы узнать, где спрятаны церковные ценности. Монахиня так ничего им и не сказала, но прокляла их и само место. Какой? Ну, который убил людей здесь. Он там жил. Где? Вот он. Она целая? Да. А туда можно зайти посмотреть? Проводишь меня? Как вообще, что было? Он был сумасшедший? Они, по-моему, за бабу поругались. Из-за бабы поругались? Ну, обычная бытовуха. Девушка с мужем пришла. Ага. Они вместе жили. Вместе жили здесь? Да. То есть Ну, они втроем здесь жили? Да. обычные последствия подпивас вечеринки. Типа, ну... Ага. Не, они женщину не поделили, это все ерунда. Ну, это было уже после, по материалам уголовного дела они из-за Марин там дрались с нашим жителем села, с Пашей Гавриловым. И он его просто-напросто убил. Итак, находясь на этой локации и общаясь с этим отшельником, Клава даже не предполагала, что буквально через несколько недель он убьет человека, отрубит ему конечности и бросит умирать в лесу. С девушкой убитого он хотел поступить примерно так же, но ей удалось сбежать. Хотели меня увидеть, да? Нет, ну, я был здесь очень-очень давно уже, когда она еще совсем заброшенная была. Но мы на самом деле очень рады вас видеть, потому что мы плутали сколько часов? 6? Да, мы пытались дойти вечером на закате, но пошли совершенно не туда и еле вышли обратно и дошли до сюда сейчас. Откуда? Из Москвы. Мы просто читали про вот эту местность, про эту церковь вообще и все остальное. И мы хотели ее найти вечером. И мы думали, что она заброшена. Вот, но... А вы давно устанавливаете? Недавно. А это все вы тоже построили вот это? Нет. А вы православные или потомки? Что? Вы православные? Да, крещеный. Крещеные? Да. Молитесь? Дайте погрейтесь. А вы там пока чай разжигаете, а я пойду утреннюю молитву почитаю.
Очень интересно. Вообще, знаете, очень интересно в плане того, что человек спрашивает, вы вообще православные и так далее. После этого мы узнаем, что он бухает, там нашел каких-то еще собутыльников, завалил человека. Знаете, так, православненько, да, с его стороны. Что-то такое себе на самом деле. Хорошо, хорошо. Сейчас он пошел на утреннюю молитву и предложил нам зайти в его дом. Предлагаю зайти, посмотреть. Можно? Пойдем. Я не представляю, сколько трудов для того, чтобы все вот так вот создать. Здесь даже зубная щетка, средства для мытья посуды, полотенце. Посмотрите, что тут есть печка. Целая печка. Знаете, мне земляночка это кое-что напоминает. Слишком уж она похоже построена. Не буду на стриме озвучивать, но я думаю, многие поймут отсылку и в комментариях напишут. Уж слишком она, да, по образу и подобию построена. Ну, в целом здесь очень даже неплохо. Многие, оказавшись здесь, чувствуют головные боли. Также часто говорят, что чувствуют чье-то присутствие и даже видят образы. А когда речь заходит об убийстве, люди не удивляются. Все говорят одно и то же. Это место проклято. То есть вот эта сторожка его? Да, у Геннадьевича там, на третьем кордоне живет. Он здесь жил, здесь готовил вот. Мужик-то вроде здоровый. То у него не хватает сил на все это. Причем очень интересно с ним. Это похоже на военную землянку. Слишком четко похоже. Слишком прям, да. Пообщаться, узнать, почему он решил этим всем заняться, почему он ведет такой образ жизни. Вообще это знаменитый. Знаменитый? Ага. Царь-батюшка. То есть, а вы давно здесь вообще? 2 года в июне будет. Почему вы решили сюда переехать и заняться церковью? Почему вы сюда решили приехать? Так надо. Вы человек-загадка. Когда об этом стало известно в сети, люди, посмотрев мой выпуск и кучу других видосов по поводу погоста Вы тоже, да, увидели? На обувь. Я, значит, оказался прав. Стали писать, вот видите, это место проклято. Оно стало притягивать все человека, который построил там землянку и в итоге сошел с ума и совершил это страшное преступление. Но здесь нет никакой мистики. И на это у нас есть прямые доказательства, потому что это не единственное убийство, которое он совершил. Вообще он был в розыске. В российском розыске, и это открылось уже только в ходе расследования этого уголовного дела, что его вообще ищут по всей стране. Ничего себе. Там тоже даже не удивлен. Вы сюда решили приехать. Так надо. Что ж, пазл склеился полностью. Из-за ревности он убил человека. Даже не удивлен. Когда вот его задержала полиция, стало известно, что он и так находится в розыске за огромное количество других преступлений, которые совершил задолго до того, как стал отшельником. И чтобы их избежать, он стал скрываться на погосте Веретьево. Как вы понимаете, в этой... Да, я, говорю, человек известный. В определенных кругах. Истории нет никакой мистики, а только суровая реальность. О чем же говорил Сергей, упоминая неизбежность в начале данной истории? Неизбежность. Что бы ты ни предпринял, как бы ты ни поступил, у тебя только один вариант развития событий. Я думаю, речь шла про неизбежность наказания за те зверства и преступления, которые люди порой совершают и думают, что возмездие так и не наступит. Про неизбежность того, что любой труд, даже пролежав на полке 2-3 года, увидит свет и доберется до своего потребителя. Про неизбежность восстановления и возрождения. Погост Веретьево, некогда замечательное, прекрасное место, в 20 веке был
полностью уничтожен, окутан всевозможными мифами и легендами. И на данный момент, спустя практически век, он полностью восстановлен. И я искренне надеюсь, что вот это безжалостное убийство станет последней главой в страшной истории погоста Веретьево. И эта негативная история данного места неизбежно закончится. Представьте, что вы сейчас находитесь в гигантской, опасной ледяной пещере, где вероятность обрушения стен крайне велика. Вы пробираетесь по узкому, еле преодолимому лазу. Пульс повышается, стены давят со всех сторон. Вы от волнения еле контролируете свое тело. И вдруг из толщи льда вы слышите подобные звуки. Что может являться источником подобного звукового эффекта? Физические явления, что-то необъяснимое или все это лишь выдумка впечатлительных туристов? Есть одно местечко, архитруднодоступное. Там, блядь, там целая экспедиция официальная собирается. И так и замолчали про это место. Нашли и замолчали. И рты всем позакрывали. Место стопроцентное. Успели показать его, успели рассказать и показать. Только это показали сразу. Экспедицию свернули, все свернули. Все. Ничего никто больше не говорит про это место. Полная тишина. Нет, это Никольская сверхглубокая. Нет, про нее все и так сказано. Нет, друзья мои, это место ход в... Теперь я не буду много говорить на стримах и что-то делать, а то мы недавно залез, понесли уже наказание, и я до сих пор еще не доразгребся. Так что в этот раз я буду поумнее и просто воздержусь. Просто вход в... Да, его очень долго искали и что-то подобное нашли. Там плиты, да, которые уходят, обработанные, которым там по несколько тысяч лет. Ну да. Ладно, я молчу, все. Ну просто вход в... Так, давайте сейчас по правой стороне пройдем аккуратно. По крайней мере, здесь действительно рабочий объект, потому что башня новая, да и мешки тоже свежие. Там вообще ворота открыты, смотри. Блять. Там же кто-то работал, я же правильно понимаю? Да. И там что-то перекрыто. Просто обычно вроде такие ленты висят, когда не надо переходить. Блядь, все рабочее. Так все? Ну что, уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в очко сатаны. Ух, какой холодный ветер оттуда херачит. Чувствуется, что снаружи как бы тепло уже, а внутри адский холод. Взять, пересечь полстраны, лезть сюда, для того, чтобы послушать лед. Здорово. Как здесь прохладно, дядя! А ты боялся, что вспотеешь? О, детские перчатки. Твою мать. Почему вот так? Я не знаю. Блин, стоп. Чувак. Че? Не дай бог, блин. Знаю про эту шахту. А я так понимаю, воды будет больше еще, да? Чтобы ты понимал, под нами лед, и его толщина такая, что вот это, в принципе, ворота, где в полный рост проходили нормально люди. Да ну!
Да не может быть, нет, Да, это же, видно. вот это лед? Вот, да, полный лед. Охренеть. Так, давайте сейчас быстренько объясню, в чем дело вообще. Спасибо Сергею за началку, но тут дело немного в другом. Это не ледяная пещера, это шахта с ледяными фрагментами. Мы здесь уже были 4 года назад. И вот где-то год назад нам в директ скинули сообщение о том, что люди, которые здесь побывали, услышали во льду звуки металла. Вот знаете, тему прогул земли и так далее. Странный шум по ночам, что-то вроде тихого гудящего звука, похожего на шум дизельного двигателя, который никто не может услышать. В воскресенье он был на пике и вибрировал так, что вы могли почувствовать это своим телом. Подобных историй огромное количество по всему миру, и удивительно, что и здесь оно тоже присутствует. Вообще, смотрите, главная проблема сейчас в том, что мы здесь были несколько лет назад. За это время несколько входов в эту шахту завалили, то есть микроклимат внутри системы поменялся. Здесь стало холоднее, соответственно, дополнительное обморожение породы, дополнительное обморожение крепей шахты, что могло привести к обвалам и так далее. По крайней мере, вот здесь, когда мы в прошлый раз шли, здесь высота другая была. Мы здесь практически в полный рост шли, а сейчас приходится очень сильно пригинаться. Это что такое? Это что-то очень странно выглядит. Как будто там провал какой-то, да? Просто выглядит очень инопланетно, конечно. Че, как дела? Нормально. Там, типа, сейчас в любом случае, я там лаз нашел. И отсюда чувствуешь холодом дополнительно херачит. Мне кажется, там холодильник основной. Как все красиво. На самом деле, любая шахта — это крайне опасная карусель. Вообще абсолютно крайне опасная, потому что можно уйти в один конец. И Земля может просто не простить вот этих вот ошибок. Это очень дурная затея идти в то место, где ты не знаешь, куда ты идешь. То есть это прям такое. Блестит, слушай. Ну это слюда. На камере видно это? Как блестит. А ты можешь фонариком поводить, чтобы блестело? Вот это как будто лед, но это не лед. Это вот видишь, слюда. Девчули, если вам в косметичку глиттер нужен. Что? Глиттер. Глиттер. Мне такое чувство, что нам туда. Ну выглядит как очко. Девушки, ну с вас за это лайк. А? Не, ты ползи, все хорошо, я с подписчицами общаюсь. Вообще, лайк бы поставить надо. Ты так выпрашиваешь лайк? Да не выпрашиваю, я требую, блядь. Вы бы знали, как вот эти острые камни в колени впиваются. Ползет. Да, с камушками такие себе вещи. Я на Эльбрусе это почувствовал в свое время. Очень хорошо. Ну нам сюда. А, стоп, подожди, мы же здесь реально ползли. Здесь все растаяло. Это очень жестко и плохо на самом деле. Потому что, если мне не изменяет память, мы налево туда двигались. Да. И там ползли. Стой! Вот эта ледяная пещера, по которой мы ползли, она здесь была. Просто пиздец, чуваки. Просто этот туннель как раз поддерживал свод. Тут очень опасно сейчас, потому что как раз вот в этом ледяном... Это из твоего голоса так все трясется здесь. Потому что как раз вот в этом ледяном...
Здесь такие вибрации, короче, по стенам расходятся. В общем, смотрите, вопрос в том, что это за год все произошло, потому что ребята говорят, что вот этот звук металла был как раз вот в этих туннелях, а их сейчас нет. Пойдемте спать. У меня в наушниках как будто миллион человек идет, марширует прям. Вот она, ледяная горка. Чувак, тут все во льду было. Тут все было во льду. Представь, что вот эта древесина на протяжении там типа 100 лет была закрыта льдом. И она за последний год оттаяла. В каком состоянии древесина сейчас? Не стоит того соваться. Ну вот, это мокрое все. Ребята, под нами растаявший лед. Не знаю, сколько мы еще сможем лезть вперед. Опа! Какие сосули. Вот их, кстати, не было раньше. Стоп. Это люстра? Стоп, стоп, стоп. Тихо. Тихо, сударь, блядь. Ты тоже это слышал, хруст? Да, потрескивает. Потрескивает древесина сверху. В общем, друзья, что сейчас происходит? Мы дошли до куска шахты, где, видимо, из-за потепления сверху жидкость, которая находится над вот этим деревянным креплем, начала таять. Образовались вот такие вот ледяные сталагмиты. Вода с них капает. Вот я ее вижу сейчас прям. И течение этой воды разрушает крепи сверху. И некоторые из них сильно прогибаются. И вот этот треск прям слышен здесь. То есть, по сути, обрушение всего... Рух. Обрушение всего этого может произойти абсолютно в любой момент времени. Как страшно пить. Ну ладно, давайте задним ходом. Так, тихо, тихо. Что? Ты тоже тут услышал? Так, тихо, тихо. Что? Так, тихо, тихо. Что? Чуваки, обрушение, 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 обрушение. Ползи, 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 ползи. Ползи. Как ты выбираешь между... типа опасностью контента и этим? Мне вообще плевать. Как же тебе объяснить? Как бы это ни звучало, может быть неправильно, но, допустим, я ходил по заброшкам, да, и сейчас вот тоже собираюсь. Неважно, какой контент. Вообще, я последнее о чем думаю. Я понимаю, что рано или поздно это, скорее всего, накажет меня, но абсолютно вообще, то есть, нет такого, что там я боюсь там чего-то. Прям вот, знаешь, вот боюсь вот именно в том плане, что там, а кто что скажет, а кто что этот, а кто что то. Вообще нет, так не работает. Что это было? Вот так вот сыпется свод. Добро пожаловать. Ты впервые в жизни это услышал. Вот гром, блин. Я кал обронил, блин. Да, это где-то в дальней части пещеры, вот оттуда. Блин, было бы хорошо подснять. Вперед. Дай стетоскоп достань, хотя бы здесь послушай. Ну, стетоскоп 100% будет слышно. Друзья, что это такое? Это два медицинских стетоскопа, которые соединены в одну систему. С одной стороны, одну мембрану слышу я, вторую мембрану слышите вы через вот этот петличный микрофон. Если здесь действительно есть что-то подобное, как утверждают люди, то мы это услышим. Так, давайте послушаем здесь. Ты слышишь что-нибудь?
Ну, я слышу, как будто бульканье, какое-то течение идет, я не знаю. Стоп, подождите. Я слышу, как будто кто-то по металлической банке, знаешь, такой пум. Ну, смотри, я отпущу сейчас. Ну, все равно идет. Не, ну, знаете, гул есть внутри. Это вот как будто ты... Ты лед слышал? Это так лед скрипит. Ну, конечно, это все микрозвуки, в принципе. Блин, так прикольно. То есть они будут слышать вообще все. У меня такое чувство, что здесь под льдом идет ручей какой-то. Да, вот. Точно так же подумал. Ну смотри, если мы под теми креплями проходили в полный рост, я думаю, где-то минимум метр под нами это замороженная вода, под которой, я думаю, как раз какая-то река либо ручей протекает из сталой воды. Легко, Там же вообще металлические абсолютно. могут быть перекладины, запчасти, еще что-то. А, вот этот звук, может там что-то снизу реально, вот этот дым. Может быть, мусор какой-то металлический попал, а они это слышат. Ну, далеко же Может обвал быть, был, далеко. арматурина. Вот сейчас вот сюда, где побольше льда. Хотя бы здесь зайдем. Что это было? Ты сейчас услышал? Металлическая пружинка как будто выстрелила. Но я все равно сейчас. Я слышу. Да нет, ну с этим прибором, ребят, ну это все, он все звуки Я захватит. не понимаю, я слышу металлический звук, Все но я вообще. не могу понять, это от эндоскопа или это от чего? От стетоскопа. Может быть, движение воды, да, еще что-то. Смотрите, друзья, вот мимо оборудования здесь постоянно талая вода идет. Я думаю, что и под слоем льда прям есть какая-то микроречка. 100%. Давайте-ка вылезем на всякий пожарный отсюда. Это слышно, это прям... Тихо. Сыпется порода. Так, тихо. Все. Это странный звук был, слышал? Ребята, как тут Не знаю, тепло. зачтут они это или нет. Я слышу, как будто кто-то по металлической Очень банке. спорно. Я думаю, причина звуков, о которых идет речь, это либо реально работающее предприятие, которое мы видели. Возможно, оно каким-то образом продуцирует звуки. Либо это все-таки скрежет льда, породы. Древесина, и, возможно, течение да, талой температуры воды. просто Но, ходит. по крайней мере, реально звуков какого-то типа предприятия, работающих механизмов я не услышал. Все это можно все-таки свести более-менее к природным звукам. Так что это легенда разрушена. Что ж, я думаю, на сегодня достаточно. Мы и так докопались до истины в 3 запутанных и удивительных делах. Но единственное, что для меня остается необъяснимым, но фактом, это то, что ты не подписан на этот канал и мои соцсети. Сергей, вам нужно немножко довернуться. Извините. Ставьте этому видео лайк и напишите в комментарии, какая локация вам понравилась больше всего. С вами был Дима Масленников и Сергей Дружко. И, как говорят, действительно крутые пацаны, дальше будет еще интереснее. Слушайте, ну, колоссальная работа, колоссальный труд, очень годно и достойно. Поставил лайк, огромное количество локаций, поездок и всего того, что не вошло. Ребята решили это
все-таки включить. Команда красавчики. Двигайтесь дальше. Красиво.